Насыщенный городской ритм жизни может быть утомителен. Позавтракали. Передаваемые ощущения. Домой. Такой вот. Я не знаю, я доволен. И другие производители. Сегодня погода. Ох, здоровенная. Нельзя было поймать, когда мимо я проходил. Душевая кабина, унитаз, умывальник. Вот, друзья, 200 километров на восток от Мурманска, и мы прибыли в крайнюю точку, откуда только вертолетом. Сейчас 1 час на вертолете, это получается километров 300. И мы прибудем на базу, которая называется Кола Резерв. Эта база находится на реке Лумбовка, где мы проведем с вами целую неделю. Погнали! Приветствую вас, уважаемые зрители! Предлагаю вашему вниманию фильм об увлекательном рыболовном путешествии в самую северную часть страны, на Кольский полуостров. Первые числа июня. И, наконец-то, моя давняя мечта сбылась. Я на Кольском полуострове. Много слышал и читал об этом удивительном месте. Ходят прям какие-то легенды среди рыболовов об изобилии рыбы и трофеев здесь. Вот она, знаменитая база Кола Резерв. А вон, ребята, река Лумбовка. Да, сегодня погода нелетная, но мы добрались наконец-то. У ребят здесь так называемый мерч, фирменные кепки с логотипом, банданы, термоса. И другие производители типа Sims, инструменты, шнуры, колонки, да, чтобы музыку слушать и рыбачить. Красиво здесь. Погода, конечно, так себе. Но здесь еще весна только начинается. Вот сейчас наша железная птица улетит и прилетит за нами ровно через неделю. Также это излюбленное место среди рыболовов-нахлыстовиков. Кстати, я сюда и приехал, чтобы освоить для себя новый вид ловли рыбы – нахлыст. Вот он, главный виновник, почему сюда люди едут. Ребята как позаботились. Каждый человек может взять себе powerbank с этой зарядной станции, чтобы подзарядить камеру, либо телефон, мушки для нахлыста. Что-нибудь будем осваивать потихоньку. Там, ребята, за окном видно реку. Немного моросит дождик. Но главное, нет жары, которую я вообще не люблю. Лучше пускай будет прохладно, теплее оденемся. Одеваться тут нужно с запасом, так сказать. С собой возьму рюкзак, теплые вещи. Мало ли что там, замерзну, пододену. Сейчас я иду в столовую, там уже завтрак. Вот, кстати, с собой берется такая вот вода. Где-то фильтр есть. То есть, когда он кончается, можно набирать воду прямо из реки. Сейчас период белых ночей, после чего начнутся полярные дни и так далее, до августа. Так что рыбачить здесь можно круглосуточно. Лагерь на реке Лумбовка раскинулся вдоль уютного каньона, всего в 10 километрах от устья. Как раз в таком месте, чтобы вечером ловить свежую рыбу, которая в то же утро гналась вверх по течению. В финских домиках могут с комфортом разместиться до 10 гостей. Кола Резерв действительно вложил значительные средства в строительство, и лагерь стал одним из самых роскошных на Коле. Концепция лагеря родилась из идеи расширить дом владельца и предоставить избранным рыбакам со всего мира высококлассный опыт.
Так, друзья, ну все, мы позавтракали, очень плотно позавтракали. Нам еще с собой, сказали, дадут ланчбокс. Вот. И сейчас мы идем одеваться. Оденем два слоя термобелья. Тонкий и второй теплый. Вот. Одеваем вейдерсы, куртки непромокаемые. Берем с собой рюкзаки с теплыми вещами. Так, удочку мне обещали собрать и дать. Что я еще, так сказать, не освоил нахлыст и не знаю, что это такое. Будем знакомиться. Я уже снарядился и пошел искать нашего гида Диму. Смотрите, как распогодилось. Солнышко вылезло. Очень хорошая погода. Но главное, чтобы рыба клювала. Говорят, в хорошую погоду клев похуже. Но мы свою рыбу найдем. Сегодня буду осваивать навыки хлыстовой рыбалки. Ну вот моя снасть хлыстовая. Кола Салмон. 12,6 пудов. Такой вот ланчбокс каждому рыбаку дается. А, еще вот это, да, с собой брать? Там суп, а второе и еще сверху печенье с супом. И бутылочка с водой, с фильтрацией. Все. Мы снарядились, и мы пошли на реку. Сейчас будет первое знакомство с рекой Лумбовка. Из подлесок лучше сразу, да, привязать? Да. Так, ну вот, друзья, гид Дмитрий мне помог построить снасть. Сделали пока тренировочную, вот, мухи нет, такая вот лохматая штука. Да, вот буду тренироваться, и чтобы безопасно, но имитация настоящей мухи. Вот такая лодочка здесь стоит, Solar. Кстати, ребят, вот такие лодки купить можно у меня в магазине SipJet. Ссылку сделаю в описании под видео. Обращайтесь, поможем, подберем. Это для чего? Он стоит, чтобы с одного берега на другой можно было без проблем перебраться. Все, сейчас будем делать первые забросы. Сейчас мне Дмитрий покажет, как это правильно делать. И я начну. Years later. Вот Глеб тащит. Крупная. Ой, как он сопротивляется, хороший там. Вот это борьба. Сереги очередная поклевка. Хорошая. Терпи, Серега, терпи. Прям хорошая. Очень хорошая рыба. Сейчас. Появится скоро. Хорошая. Достаточно крупная. Нормальная. Серег, поздравляю тебя. Спасибо большое, Сережа, теперь твоя очередь. Да, я еще успею. Вот, ребята, у нас первый зачетный улов. У Сереги сначала первая поклевка была, сход прям на одном месте, забрасывает, второй раз тут же опять садится лосось. Самовязная муха. Так, ой, сейчас. Там поклевка. Здесь две подряд, вы видели? Да. Просто первый заброс и второй. Но у меня почти такая же, но они все равно маленько отличаются и все, да? В общем, я не знаю, я доволен. Я доволен. Счастливое Спасибо лицо. большое. Все, продолжаем рыбачить дальше. Отпускаем. Да, тут правило поймал, отпусти. Кто рыбу не берет. А Серега красавчик. Осталось только мне поймать еще. Так, ребят, Программа минимум будет выполнена. Через пару часов тренировочных забросов вот и я поймал наконец-то первую свою семгу. И
Вот Сережа поймал рыбу. Что скажете? Вот, ребята, мой первый в жизни атлантический лосось пойман на базе Кола Резерв. Ага, Сереж, поздравляю. Передаваемые ощущения, когда рыбу первый раз ловишь, новую рыбу. Да, поимка рыбы действительно является счастьем для рыбака, тем более такую рыбу, которую ты никогда еще раньше не ловил до этого. Все, поймали, отпустили и идем на следующую точку, сброд. Сейчас я познакомлю вас со своим домиком, так сказать. Заходим. Здесь гардеробная, очень тепло. Дальше. Вот номер. Вот, кстати, вся эта база с высоты птичьего полета. Здесь душевая кабина, унитаз, умывальник, стол, чтобы писать стихи. И кроватка. Друзья, привет! Сегодня второй день на базе Кола Резерв, куда я приехал освоить нахлыст. Погода, как вы видите, не очень. Идет дождик, ветер, и мы собираемся на реку. На большом вездеходе поедем. А сейчас выдвигаемся мы на квадроциклах на новое место, где еще не были. Погнали! Очень комфортабельные квадроциклы, мягкие сиденья, музыка, печка. Проезжаем несколько километров, преодолеваем вброд на вездеходах ручьи, болото. Хоть немного трясет, но это все лучше, чем идти пешком. Вот, ребята, полчаса, и мы на месте. Погода ничего не изменилось. Все так же идет дождь. Это она хорошо будет клювать. О, палатка, вигвам. Мы сейчас на тот берег, да, Володь, перейдем? Что? На тот берег перейдем. Скорее всего, да. Я предлагаю как? Вы переберетесь на лодке, сейчас переедете туда. Все, одели спасательные жилеты. И сейчас будем передвигаться на противоположный берег и там рыбачить. Плохая погода – это все-таки большая возможность поймать очень много трофейной рыбы, потому что из моего опыта в солнечную погоду клюет всегда хуже, нежели в пасмурную, дождливую. 2 минуты, и мы уже на противоположном берегу. Лодка легкая, быстро нас домчала. Все, мы идем искать места для ловли. Дождь со снегом, да, по-моему? Борьба Сереги. В общем, мощных поклевок долго ждать не пришлось. На первом же забросе Сергей ловит достойный экземпляр и смотрим его вываживание. 2 раза до бэкинга смотало. Серега, крепись, крепись. Вот это да. Вау! Здоровая, здоровая. Такой вот экземпляр попался у нас сегодня. 85 сантиметров. Атлантический лосось. Толстенькая. Семга. Сейчас. Крепко держи прям так, крепко. Вся рыба взвешивается, измеряется, размер ее, естественно, отпускается. И в конце рыболовного дня все гиды подают списки, где какая рыба и какого размера поймана, чтобы собиралась какая-то информация и анализировалась уже организаторами рыбалки. Ее жалко. Вот такие люди жестокие, подонки.
Непривычно использовать нахлыстовые снасти. Все, ищу, где эта ручка от спиннинга. Начинаю крутить ее. Но здесь все маленько по-другому. Семга очень достойный соперник. Рыба небольшая, но представляю, если поймается трофей, как это будет тяжело выводить его на течение на нахлыстовую снасть. А в этом, наверное, и кроется вся прелесть нахлыстовой рыбалки. Снасти очень чувствительные. Семга – крупная хищная рыба семейства лососевых. Одна из самых ценных промысловых рыб в мире. Но рыбалку на семга популярна далеко не только из-за этого. Вот это огромная рыбина! Поимка лосося – это настоящий вызов и повод для гордости опытного рыбака. Семга водится в труднодоступных местах, вдали от цивилизации. Ее не так просто найти. И справиться с этой мощной и осторожной рыбой еще сложнее. Неудивительно, что рыбаки так любят хвастаться именно семгой как трофеем. А на ловлю этой рыбы на север России приезжают рыболовы со всего мира. Да, я считаю, это мой самый зачетный трофей. Это серебро, да? Однозначно. Это Стопудово. рыба. Это мой самый большой пойманный атлантический лосось семга. Вот, ребята, 90 сантиметров, 18 либров, около 9 килограмм. Это личный рекорд. Сейчас еще немного рыбачим и выдвигаемся к машинам. Нельзя было поймать, когда мимо я проходил. Ох, здоровенно это. Он прям выскочил. Выскочил, заставил меня пробежаться, блин. Операция прошла успешно. Сильно не сжимаю. Ага, рыбеха. Что ж, друзья, второй рыболовный день подошел к завершению. Я получил вот такой вот значок. Первый лосось в жизни. Такой значок дают здесь на базе. Дождь вроде прекратился, такой туман стоит. Сейчас смотрю на реку, вода очень сильно прибыла. Надеюсь, это никак не отразится на клеве. Вот, а вы оставайтесь с нами. Не забывайте подписаться и ставьте лайк. Продолжаем. Выдают нам с собой термосы с обедом. Выдали там чай, такой термос с лимоном сладенький. Сегодня у нас будет распаковка стандартного обеда на реке, стандартного нахлыстовика, который приехал отдыхать. Замечательное место, Поларезерв. Первое, второе. Так, что здесь? Такой сэндвич вкусный. С колбасой, с сыром. Помидорами, очень вкусное, наверное, что-то. Здесь у нас второе. Вау! У нас на второе семга с рисом. Гуляш с перловой кашей. Очень вкусно пахнет. Да и с грибами, по-моему, еще, да. И на дне у нас прячется суповница, как с каким-то супом. Да, суп, мясо, картошка. В общем, мясной суп. Сейчас, подождите. Борщ. Как раз-таки рассольник. Начинаем кушать. Рыбак-нахлыстовик должен спустить леску с искусственной приманкой в водную гладь максимально осторожно. Такое проделать весьма непросто и удается достичь после долгих тренировок. Насадка может напоминать не только муху, но и гусеницу, бабочку или другое насекомое. Легко и незаметно поднести насадку к месту ловли, не испугав водных обитателей. Такая сложная задача у нахлыстовика. Первый заброс, ребята. Если целью нахлыстовика является вылов рыбы весом от 3 до 5 килограммов, то он всегда использует одноручную удочку. Но в наших водоемах плавают очень крупные рыбины, которые являются объектом нахлыстовой рыбалки. Для ловли таких рыб весом до пуда используют двуручные удилища. Бывает полезно.
Большой, прям вот возле камней взял. Побольше, чем тут. Доволен? Доволен, видно по лицу, доволен. Это река, глубоко. При заходе в пресные воды на нерест лосось не питается, используя запасы нагульного в море жирка. Поэтому при рыбалке на семгу стоит использовать максимально привлекательную мушку. Учтите, что для рыбалки на семгу на Кольском полуострове допускается использование только искусственных приманок. Ну давай. Что ты скажешь? Пришел, 2 минуты постоял. Постоял, пока ребята снаряжали свои удочки, делают первый заброс, и сразу поклевка. Класс. Результат. Ну погнали дальше. Погнали. Ну, друзья, я поймал одного с самого утра, с первого заброса. Где-то с 3-го заброса он Сергей взял семгу. Тянет. Отдельные представители атлантического лосося могут достигать 1,5 метра в длину и 40 килограмм веса. Максимальный срок жизни 13 лет, но рыбакам такие особи попадаются редко. В основном во время рыбалки на семгу попадаются лососи возрастом 3-6 лет и весом 3-10 килограмм. Атлантический лосось относится к категории проходных рыб, то есть большую часть жизни он проводит в океане и возвращается в реки ближе к брачному периоду. Считается, что лучшее время рыбалки для ловли семги – это июнь-июль, а также осень в середине августа, когда лосось заходит в реки. Именно в этот период рыба наиболее активна и поэтому легче попасть на ее ход. Есть. С первой рыбой за сегодня. Ближе к осени попадается так называемая осенка – рыба осеннего захода, которая будет зимовать в реке и пойдет на нерест в следующем году. О, Серег, с 3-го, да, наверное, заброса поймал, да? На стрипе. Подтягивался на стрипа. На стрипе. Стрип – это подтягивание руками. Удочка зажимается под мышкой. Вот, друзья, подходим к новой позиции. Здесь мы порыбачим до самого вечера. Потом уже пойдем к квадроциклу. Очень красивое место. Ох, какая там струя. Смотри, порог. Поймал, ребята, какую-то рыбу. Не знаю даже, кто это. Вот какая-то другая, конопатая вся. Это форель. Вот такая красавица. Да, вот Сергей стал на перспективном месте в конце струи и сразу взял хорошую рыбу. Он даже, по-моему, поднять ее даже не может. На месте стоит. Размера не маленького, это точно. Вот она. Это так называемая свежая рыба, которая только зашла в реку, нам буквально, может быть, сутки назад. Называют ее тут свежак. Серебро. Серебро, да. Серебро называемое. То есть она еще, получается, не рестилась еще ни разу. А чё? Она ушла около суток назад или в течение суток. Вот морские клопы с придатками еще не отпали. Они, вот эти вот Это с моря, да, клопы еще. Несколько дней, если бы она уже постояла, они бы отваливаться начали. От пресной воды. Да, вот здесь. Вот они еще. То есть свидетельство того, что рыба только зашла. Ой, какая красивая-то. Подержи ее. Вот эти вот клопы морские, значит, они в пресной воде обычно отваливаются. Ну, такая не очень большая. Сантиметров 65, да, 70. Это так, да. Засадилась, я так понимаю, насмерть. Она схватила подсачными зубами. Красота здесь. Немного забрался на скалу. Вот это мох северный. Смотрю, что там. Главное не упасть. Вот там пороги. Дайте ей помотать, да?
Конечно, пускай устает. Первый день на рыбалке мой друг Александр уже поймал серебро. Вот он стоит на рыбе. Там какой-то у него, видимо, хороший. Пальцы, смотри, пойдет мотать, отобьет пальцы, Сань. Какая погода, смотрите. Вон на бок уже ложится, давай подтягивай потихонечку, Сашуль. Yes! И сразу скидывай этот хвост, да. Ну, как ваше впечатление? Дрожит немножко, ручки дрожат? Да. Поздравляю. Вот Слушай. Такая здесь речка. Посмотри, какой кабачок. Свежак. Посмотрите, какая хорошая семушка. Вот так, друзья, заканчивается наша рыбалка на Кольском полуострове. Все, свернули удочки, переплавляемся на другой берег. Ну, а вы подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч, приезжайте на Кольский полуостров. Тут, кстати, очень отличная база, я вам ее много раз показывал уже. Называется Кола Резерв. Всегда ждут гостей, вас накормят, согреют и покажут, где рыбачить. На этом все, дорогие зрители. Моя поездка на Кольский полуостров на рыбалку, на семгу подходит к завершению. Не забывайте подписаться, пишите мне вопросы в комментарии, ставьте лайк. До новых встреч!